Привет, привет, уважаемые звуколюбители! Сегодня я предлагаю вашему вниманию, по вашим же просьбам, сравнение двух трифоников от Edifier. Это популярный, зарекомендовавший себя много лет назад AS360dB и новинка, или уже сравнительная новинка AS355dB. Я или иной, какая разница? Если речь идет о выборе той или иной системы, должна быть какая-то строгая система ранжирования этих систем для того, чтобы выбрать для себя любимого оптимальную покупку. Не переплатить с одной стороны и не кусать локти о упущенной возможности с другой стороны. Что же подвигло Edifier развивать эту линейку? Она и так уже довольно широкая. Напомню, это S350, 351, вот 355, вот 360. То есть уже 4 модели сейчас находятся в обойме этого производителя примерно в одной нише. Примерно в одной нише, я говорю, потому что по цене они заметно различаются. И, кстати, я не знаю, сколько будет стоить S355 на данный момент, тем более в разных странах, у разных продавцов, провайдеров и так далее. Да, как говорил, сон разума рождает чудовищ. Что они, эдики, родили в этот раз? Неужели что-то интересное? Я уверен, что да. То есть они отслеживают тренд интересов вас, покупателей, скажем, грубо говоря, аудиолюбителей, изучают, что вы хотите, изучают возможности этого применения. Вот в этой S355 применили такие входы, как HDMI для подключения непосредственно к телевизору и USB-C, как современный интерфейс USB, который большинством из нас пользуемся. Что делает эту модель уже уникальной по сравнению с 3 предыдущими моделями, которые я здесь назвал, потому что там нет таких интерфейсов. Сразу, чтобы дважды не вставать, хочу сказать, что, на мой взгляд, самое главное в колонках – это звучание, которое определяется примененными излучателями и их оформлением. Все остальное, вот это вот чепуха вокруг этого, то есть это усиление, сервисные функции, управление, подключение возможностей, все это является внешним, которое на звук, в общем-то, не влияет. То есть каждый из этих слов, которые я сказал, ухудшает звучание, чтобы вы понимали. Каждый. То есть любой компонент, внесенный в тракт, сделает звук хуже. Может на незаметную величину, а может, кстати, сделать его ярче, и вы скажете, а вот на этом чем-то там уже, я не знаю, входит, там, звучит Bluetooth, там, хорошо, окей, звучит. Тут один человек написал, кстати, в комментариях, что вот если бы по Bluetooth вы подключали там в момент теста, то звучало бы лучше. Да сейчас, куда лучше. То есть Bluetooth это убогий компрессированный интерфейс, который не может тягаться, в частности, с аналоговым подключением, которое я использую. Ну или цифровым, если это уже полностью цифровой тракт, и вы берете сигнал из цифрового источника, абсолютно оцифрованный, без всяких яких, тогда да. Так вот, я считаю, это мое мнение, что в таком случае можно было взять S350 модель начальную, или даже, может быть, 351, потому что что-то там улучшили. Я уже не помню, что. Хотите, посмотрите обзоры мои или другие, какая разница. Сделайте свои выводы в этом плане, насколько она лучше или хуже звучит. Наверное, что немножко лучше, может быть. Так вот, если вам не хватает интерфейса, допустим, HDMI, купите себе приблуду, то есть некий адаптер, который принимает сигнал с HDMI, выдает то ли в цифровом виде, то ли в виде аналогового сигнала, стереосигнала на выход. Вот и все. Тут же Bluetooth. Вот если я купил, ну, я не знаю, где-то валяется такой блочок, это тоже адаптер, USB втыкаешь, он Bluetooth тебе, ну вот IPTX, типа там написано 6.0, уже делают такие, принимают. И не надо заморачиваться. Вот у меня, кстати, старый усилитель Pioneer, допустим, понятно, в нем нет Bluetooth. А мне как-то нужно было, я не помню зачем, эта штука. И вот я его купил специально в Китае, ну на этом, как его, на Али. Дешевый, это, не знаю, 3-4 доллара, это что это такое. Подключил в этот Pioneer на аналоговый вход, естественно, тут других нету. И получил максимум, что можно было в этом случае получить.
Я его больше не использовал, поэтому так затрудняюсь сказать, где он у меня лежит, там в коробке, скорее всего. Но он есть, как бы там что было неудобным, это то, что у него какой-то внутренний аккумуляторчик с подзарядкой от USB, значит, это все, мини-USB. Значит, это неудобно, потому что постоянно держать включенный мини-USB с одной стороны как-то напрягает, с другой стороны, если его не подключать, он в любой момент может скукситься и разрядиться, и все. Ну, тут сами решайте, как это решить для вас оптимальнее. Я к тому, что некоторые функции лучше все-таки поручать отдельно стоящим устройствам, а не пытаться все получить от одной конкретной коробки. Ну, согласитесь, скоро устареет этот примененный формат там, USB, который применен декодер в этой модели. Или еще что-нибудь появится. И что вам, выкидывать колонки, паять вы будете? Не, вы не будете паять. Вы действительно начнете их менять, ругая старую, хваля новое. Ну, так всегда происходило. С автомобилями та же история. Ну, вот в автомобилях там уже, конечно, USB-адаптер не купишь и не прикрутишь изолентой или скотчем сбоку. Это понятно. А здесь как раз тот самый случай, когда, найдя свой звук от колонок, какой-то модели, неважно, не Edifier, там вообще какие-то большие, там, как у меня, вот хорошие взрослые колонки, найдя этот свой звук, все остальное добираете где-то извне. Причем выбираете лучшее. Вот. Это, может быть, будет стоить, ну, наверняка будет стоить дополнительных денег, но, может быть, будет стоить заметных денег, что тоже не факт. Но, в принципе, вот эти вот адаптеры, например, те, о которых мы говорим, ну, 10 там, евро стоят или 20, как край, по-моему, ну, так вот. Ну, и все, и вы закроете вопрос по-взрослому, зато, понимаете, в чем дело. Так вот, сон разума родил, видимо, тоже коробочного монстра такого, вот этот 355-й трифоник, в который включили любимые вами эти интерфейсы, и, кроме того, применили новые динамики, все три новых динамика, и, конечно, она будет звучать, эта модель, по-другому. Поэтому сказать, что это трансформация 350-й модели или 360-й даже, которая была топом, как бы возвышалась над остальными, я не могу. Кстати, возвышается ли она сейчас? Там применены планарные твиттеры. Их редко Edifier применяют, то есть несколько моделей, вы их знаете, там S, что-то какие-то 3000 или что-то такое в стереосистеме. Планары, ну, считается так объективно, в целом лучше купольных динамиков. Ну, там другая технология, но это еще не ленточники. Зато они не имеют багов ленточников, но и не имеют багов купольников, но имеют свои собственные баги, которые, возможно, вы различите как-то, и вы станете не любителями планара. Ну, тогда это как бы модель потеряет для вас смысл творческий. Это уже мы о творческой оценке. Потому что техническую давайте ставим инженером, потому что там все не так однозначно. Всегда. То есть, ну, в любой науке, то есть сваренный борщ, например, может вам не понравиться, но при этом ругать повара не обязательно, потому что он это сделал по своим каким-то канонам, и куча народу любит этот борщ. Автомобили, музыка, которую мы с вами слушаем. То есть, ну, я люблю очень избирательную музыку, поэтому со мной лучше о ней не говорить. То есть, если что-то, то, что я не люблю, я просто теряю интерес. Вот, кстати, как кино смотреть. Вот, некоторые там, виды фильмов я, ну, просто никак. Ну, вот, лучше бы их не было, даже фоном. Вот. То есть, творческую оценку это исключительно для себя вы должны создать. А инженерная оценка, она все-таки достаточно объективна, и от нее, в принципе, можно исходить. От того, что сделано лучше. В общем случае, когда дороже, то обычно лучше, если это происходит в рамках одного бренда, вот желательно даже одной линейки, вот, и в одной торговой площадке, потому что цены могут разниться по этим причинам. Вот, обычно все-таки чем дороже, тем лучше, то есть вложено больше, умнее, шустрее, хитрее. Быстрее и выше. Ну, вот. Но творческая оценка при этом может быть какой угодно. И в этой игре практически нет правил, за исключением одного, что все-таки, если она лучше объективно, то лучше подтянуться как бы к этому уровню понимания этого качества, развиться, так сказать. Я приводил пример, что в 90-х годах
когда золотая эра уже была на закате аудио, но все-таки еще пользовались спросом громоздкие, хорошие действительно системы. Тогда CD только появилась, вот я не помню. Так, короче, я лично встречал людей в золотых цепях, распальцованных полностью, которые откуда-то непонятно взяли очень много денег и напокупали себе дорогой аудиоаппаратуры, слушали Мурку, а через год, допустим, и с удивлением узнал, что они слушают джазовое трио только. То есть аппаратура хорошего класса и понимание звучания привели к тому, что Мурку они, может, тоже слушают или играют сами там каким-то образом, или в кабаках это все слушают, но дома, вот включив свой вожделенный сетап, свой набор аппаратуры, они слушают то, что позволяет насладиться качеством. Я не призываю вас слушать джазовое трио. Это вообще отдельный вид спорта, то есть тут лучше не суваться вот с этой техникой, с вкусами, скажем, начальными попсы или трэша какого-нибудь. Вот. Это отдельная тема, я просто как пример привел, что воспитание вкуса – это тоже хорошая штука. Хорошо, если оно происходит в детстве, и хорошо, если дедушку отдали в музыкальную школу, она вот эти вот всякие ноты знает, типа си миляра, соль, до, си, ну, что-нибудь такое, до, фа, простите. Потому что дедушка уже по-другому смотрит на мир, это я вам точно могу сказать, как общий специалист в этом деле. Говорят, ну, собственно, нам это преподавали, что музыка развивает не только чувственные какие-то штуки-дрюки, а и математические способности в том числе. Потому что, ну, это чистая воды математика, вот эти все, что я сейчас назвал. И вообще весь музыкальный стан, исполнительское искусство, там, та же самая несимметричность действия рук, например, на любом инструменте, ну, кроме, может быть, зайца с барабаном, требует от человека повышенного интеллектуальных мощностей, назовем это так. Но это я похвалил себя, похвалил занятия музыкой, похвалил развитых людей, высказал пренебрежение людям неразвитым, потому что, ну что, для кого-то я неразвитый, то есть там миллиард людей, наверное, которые так считают. Ну, а для меня неразвиты те, которые, вот скажем, не прилагают усилий для того, чтобы стать развитым. Ну да ладно, это я так, со зла, у меня характер плохой, уж простите. Итак, к сравнению этих моделей, то давайте просто посмотрим, что там в цифрах это все значит. Для этого давайте сравним сухие данные сайта производителя, он же разработчик, он же инициатор выпуска обеих этих систем. Итак, прототип, назовем это так, поскольку 360 выпускалась много-много раньше. И соискатель 355 модель, выглядят они очень похожи, обе представляя собой трифоник в классическом исполнении с деревянными корпусами, ну из МДФ, разумеется, и с пультом дистанционного управления. Эта модель выпускается в двух цветах, вы видите, с отделкой коричневой и отделкой черной. Это же выпускается в одном цвете, но рассмотрим все-таки технические данные или возможности этих систем, которые нас интересуют больше. Прежде всего, другое соотношение мощностей по полосам, и в сумме старая модель немного выигрывает, но не нужно серьезно относиться к этой разнице. Модели приблизительно одной мощности, безусловно. При этом использованы динамики 4 дюйма планарный твиттер на модели 360 и 1,5-дюймовый титановый твиттер в новинке. 3,5 дюйма мид-вуфер с алюминиевым диффузором использован в новинке, в то же время тут 4 дюйма тоже с алюминиевым диафрагмой мид-бас использован, ну и 8-дюймовый динамик сабвуфера в обоих случаях. В обоих случаях они wireless, то есть беспроводные. Насколько это важно, я не знаю, но то, что за них придется платить, в том и в другом случае вещь это как бы не дешевая, ну, относительно стоит каких-то заметных денег для системы подобного уровня. И кроме того, некоторые люди отмечают некую задержку, которая при этом существует. Но вот это уже совсем плацебо, потому что при данном соединении, мы позже о нем поговорим, эта задержка на слух никак не может быть определена. Класса D усилительная часть с использованием DSP и DRC использована в обеих системах.
Hi-Res Audio в этой системе и Hi-Res Audio Wireless противостоит перечисленному набору поддерживаемых разрешений сигналов в этой модели. Ну, надо сказать, что под скромным именем Hi-Res Audio скрывается все, что лучше по параметрам, чем CD-диск, то есть 44 кГц и 16 бит. То есть это 48 кГц и 24 бита уже относятся к Hi-Res Audio. Здесь же более детально расписано, что она может. Ну, деревянные корпуса, да, мы уже об этом поговорили. Прекрасные возможности для подключения, продвинутые у новой модели. Это и HDMI, и USB-C, чего нет здесь. Потому что здесь присутствуют в старой модели только аналоговые входы, цифровые и Bluetooth. Об этом мы еще позже немножко поговорим. Ну и Multiply Preset с помощью Edifier ConX, расширенные возможности управления звучанием этой системы тут присутствуют тоже. Далее перечислены вкусняшки для той и другой системы. Они очень довольно похожи, ну, в частности, вот 5,8 ГГц протокол, частота соединения сабвуфер с сателлитами, что исключает ту самую задержку, о которой я упомянул. Вот так вот они выглядят в интерьере примерно, очень похожий дизайн. Hi-Res Audio мы уже поговорили, вот так вот выглядят динамики. Это оригинальная конструкция, своя у Edifier, они все динамики разрабатывают и делают сами, что позволяет создавать системы с оптимальным набором и динамиков, и их параметров для гладких сшивок, полос, и звучание их действительно можно характеризовать как очень корректное. Bluetooth здесь 5.1 версии, здесь Bluetooth версии 6.0. Ну, возможности подключения, как я уже говорил, видите, здесь расширенная значительно. В этой системе вот такой вот внешний вид. Класс D усилитель, понятное дело. Богатые возможности подключения, но здесь они уже богатыми были много-много годиков назад, поэтому, скажем, скромные на сегодняшний день. Простой контроль, это верно, да, контроль в самом деле, то есть управление звучанием этими обоими системами, во-первых, очень похожи, то есть органы управления звучанием расположены на боковой поверхности одного из сателлитов. Здесь есть кнопка переключения активного входа, она же регулятор громкости и тембры высоких и низких частот, то же самое здесь, ну и пультики управления. Лентяйки вот такие вот примерно одного размера, но разного дизайна. Мне лично нравятся оба, хотя я сам пультиками не пользуюсь. Спецификация. Тут вот уже, да, но здесь еще и перечислены возможности управления с помощью Edifier ConX. Это я все рассказывал в обзоре этих систем. Вот. А что касается цифр, голые цифры, так называемые 10 Вт на твиттеры здесь, 15 Вт на твиттеры здесь, 30 Вт на мидвуферы здесь, и 25 Вт на вуферы здесь, и 75 Вт на сабвуфер тут, и 70 Вт здесь. То есть в сумме вот здесь на 5 Вт больше, но не нужно всерьез относиться к этим цифрам, в том плане, что это мощности чипов, усилителей, используемых в этих полосах. Это не значит, что они будут востребованы. Например, 15 Вт на Twitter, ну уж вряд ли он примет. То есть тут при таком раскладе полос и мощностей в этом, пожалуй, не будет необходимости. Ну, то, что они есть, хорошо. То есть можно приблизительно сказать, что вот на 150 Вт эта система рассчитана, она должна их принять. Ну вот размер динамиков вы видите здесь и здесь. А что касается полос разделывания, не совсем понятно. Ну, можно отметить, что 41 Гц пониже, чем 44 Гц в новинке. Работает сабвуфер, зато сверху он уже полосу имеет пропускание, а тут пошире. И вообще непонятно, кто разрешил отделу маркетинга указать на этих сайтах такие нестыковки и здесь сателлита нижней частоты с верхней частотой саба и здесь. Не знаю, зачем они это делают. Это будет в ступор некоторых аудиолюбителей, которые хотят докопаться до каких-то параметров, свойств. По шумовым характеристикам вы видите огромная разница этой и этой модели. Ну, видимо, это вызвано тем, что применены новые элементные базы только и всего. Не нужно думать, что это будет на слух как-то особо заметно, хотя психологически, конечно, это огромная разница, и она должна как-то
опять же в том же режиме плацебо сказаться. Набор входов вы видите здесь и здесь. Чувствительности по входам тоже вы видите для каждой модели, кому это актуально, может посмотреть. А версия Bluetooth здесь 5.1, здесь 6.0. Поддержка кодеков здесь она не указана, но тоже что-то поддерживается. А вот размеры колонок, которые интересуют очень многих аудиолюбителей. Можно сделать вывод, что прежняя модель, во-первых, тяжелее, во-вторых, сабвуфер выглядит покрупнее. У него максимальный размер 334, здесь 317. Вот такие дела, дорогие. Сейчас я дам вам послушать свое сравнение звучания этих двух систем на моем старом наборе треков. Это MP3, но это для YouTube записано, поэтому, что бы я ни делал, оно все равно будет MP3. Музыка не танцевальная, не надо танцевать под нее, да, то есть я ее даю для того, чтобы вы могли сравнить, ну, хоть как-то звучание этих систем. Они были записаны в разное время, в разные годы, но одними и теми же микрофонами, в частности, и в разных помещениях. То есть фидбэк комнаты, отдача комнаты будет иная, поэтому разница в звучании будет определяться не только конструкцией колонок, но и комнатой. Но, на мой взгляд, как я говорю, я это сравнение делаю для людей, которые могут голос Васи отличить от голоса Феди из соседней комнаты. Вы же можете отличить? Ну, вот вы колонки сможете из соседней комнаты, я думаю, тоже отличить. Ну, если нет, то нет, извините. Тогда будем считать, что мы вербально с вами пообщались. Пишите свои комментарии, может быть, там еще что-нибудь обсудим, свое мнение высказывайте. Дальше пока, auf Wiedersehen, приятного прослушивания, дорогие мои.